Считал я, сколько я примерно вот в день копал могил, прикинул, и у меня получился состав из 100 вагонов. Я раньше ходил как на тренировку, с удовольствием. Люди, он ходит там в залы в какие-то, а я приду здесь, сколько-нибудь, я все равно выкопаю. То есть человек приспосабливается и психологически ко всему, и физически. Ну вот когда детей хороним, там, конечно, я всегда старался уходить. У нас дед тут работал, тот любитель был детские копать. Там, потому что действительно такие сильные эмоции. А здесь что, если человек умер естественной смертью, для него это может избавление даже. Был спортсменом. Мечтал стать олимпийским чемпионом. Учился плохо. Потом раз, сердце посадил. Бороться уже нельзя. Не допускают. Куда идти? Мы сюда приехали, а здесь соловьи поют. Никаких начальников, никого. Красота. Птички какие хорошие летают. Да, что здесь, все тихо, спокойно. Как на кладбище. Как на кладбище. У них, в принципе, свое царство, у нас свое. И, в общем-то, мы с котом не боимся. Эту квартиру дали еще в 80-м году моему отцу, как ветерану войны. В общем-то, выбирать особо было не из чего. Если здесь бы, предположим, была дорога, здесь было бы грязь, там, ну, пыль, тухота, смог. А здесь деревья растут, зелень. В принципе, летом не так уж и сильно это все видно. Что сделано, то сделано. Об этом надо было думать, когда строили дома. Ну, видите, как они идут скромно. И цветов не видно у них. Обычно с букетами идут, с большими. А это только с мешками. Вот кулечек, видите, несут в мешке. Какой чуть темный мешочек. Мальчик, наверное, видите, темный. Вон, полетели, полетели. Видите, шары-то? Девочка. Так у нас шары летают. По телевизору смотреть нечего. Интересного мало. Одни сплетни, боевики. Ну, время есть, смотрим в окно, да. Как эвакуаторы машины забирают, как из роддома выписывают. Куда же они делись-то? Некоторые выходят тихо, спокойно, сели в машину, уехали. А некоторые, когда народу много приезжает, радуются сильно. И запускают салюты, и шарики, и шампанское, и все бывает. Ну, интересно, когда приезжает навороченная машина какая-нибудь, цветы, и народу много. Мы, например, когда у меня дочь родила, мы с коляской оттуда выезжали, с обыкновенной. Что машину заказывать, когда напротив живем? Поехали с коляской, забрали. Мне нравится просыпаться от музыки, от вот, ощущения праздника. Люди кричат за окном, у меня за окном ЗАГС, и это так здорово, слышишь там, как они шампанское открывают, чокаются. Сразу иду к окну смотреть. Интересно очень посмотреть, какие невеста, жених. Там, допустим, 2 свадьбы, стоят 2 невесты. Одна смотрит на другую таким взглядом. Ага, еще одна невеста, ну, ревностно относится. Конечно, это же только ее праздник, а тут еще какая-то девушка в белом пришла, претендует тоже сегодня выйти замуж. Счастья вам, счастья! То ли голуби, то ли крабы. Они чуть дальше. Мама, в лимузине нет шампанского вообще, они все выпили.
Свадьба, это когда все чин-чинарем, там, благословение родителей, а тут перед фактом ставить свадьбу. Какой нахрен свадьба? Сейчас внучка, ее надо поднимать. Дочка не работает, мужа нету. То есть они зафиксировали свой брак, да. Он даже признал ребенка, но при этом алименты не хочет платить. Ну, если бы они нормально, там, как люди, а то они сразу в койку лезут, а потом перед фактом. Сами должны зарабатывать. Я себе сам зарабатываю. На свадьбу. А какая у вас свадьба была, Юр? Вот обычная, классическая. Столовая. Человек 50 народу, там полгруппы. Ну, как обычно, как обычно. Даже драка была. Так, не запланированная. Бывают такие случаи, там, загулявшие мужчины начинают песни петь, орать. С удивлением туда смотришь. Там же так должно быть спокойно все. Когда Пасха будет, предположим, там вербное воскресенье, здесь на самом деле будет море цветов, в общем-то. И иногда даже, знаете, вот так подумаешь, а я бы хотел, чтобы, предположим, ко мне тоже приходили почаще, чтобы цветы приносили. Ну, в конце концов, у каждого из жильцов есть такие же точно родственники, которые просто лежат очень далеко. И если бы кто-то из моих родственников лежал здесь, предположим, я, естественно, бы каждый день бы ходил сюда. Вот с внучкой сидим, уроки делаем, а полетели голубые. Я говорю: Наташа, смотри, мальчик выписывается розовый, значит, девочка. Сейчас стал уже все-таки 11 лет повзрослее, уже не говорит на эту тему. А была маленькая, она говорила: у меня будет 2 детей. За это я выйду замуж, у меня будет 2 детей. Давайте их надо все использовать. Максим, только ты повыше кидай, повыше. Подожди сейчас. Можно даже, знаете, вот так вот как бы порциями там. О, да. Ну что, открывать шампанское, что? Ну, подходим. Давайте. Все забудет, как страшный сон забудется, поверь мне. Семейная пара рождает ребенка, а ребенок рождает родителей. Так что, друзья мои, поздравляю. Вы стали родителями. Вы стали родителями. Теперь настоящие папа и мама. Не просто так. Я очень хочу встретить своего мужчину и выйти за него замуж. Роста какого? Он должен быть такого, чтобы я могла одевать свои самые большие каблуки и быть все равно ниже него. Ну, потому что если ты выше, да, больше, даже если ты немножечко толще, это уже так, ну, совсем не то. Инсульт получился случайно. Тромб какой-то образовался в головном мозге. То есть у меня даже давление высокое не было, когда я попал. 5 дней реанимации. Ну, зачем живому еще человеку говорить: ты ножки, говорит, протяни. Ну, протянуть ноги никогда не поздно. Что я и сказал, говорю, протянуть ноги никогда не поздно. А мне, говорю, пока еще рановато. И вот доктор, он говорит: о, шутишь, значит, жить будешь. Вот, спасибо врачам, что я не на таком же кладбище, а вот разговариваю спокойно с вами. Естественно, я стараюсь как можно больше успеть сделать. И то, что хотел когда-то и не сделал, я стараюсь сейчас, значит, это дело восполнить. При этом диагноз дилатационная кардиомиопатия, вот кроме инсульта, там написано, что 3-летняя выживаемость 50%. Планы грандиозные я не ставлю. Максимальные планы у меня где-то так,
неделю на две, такие уже четкий план, который я стараюсь. Это самое. Настроение у меня нормальное. Можно сказать, что выживает всего 50%, а можно сказать, выживает целых 50%. Вот вся разница. Я считаю, что выживает целых 50%. И я в это число вхожу 100%. Так что все нормально. Вот уже, видите, гуляют уже с готовым кулечком. Я еще удивляюсь. Я говорю, знаешь же, вот в стране там творится черти что, а жизнь продолжается. Люди рожают. И правильно делают. Естественно, что в революцию рожали, в голодные годы рожали. И сейчас рожают. Молодцы. Люди радуются, и сама радуешься за людей. Да, радуюсь, что жизнь продолжается. Я даже не знаю, где вот сейчас можно найти. Ну, хотя можно, в принципе, встретить везде, где угодно. Идешь мусор выбрасывать, да, можно и там встретить своего принца. Но это должен быть настоящий мужчина. Чтобы он защищал меня, оберегал, чтобы просто пришел и сказал, я решу все твои проблемы. И решил бы их, то есть помог мне справиться со всем бытием. Я прям на ощупь могу в темноте. То есть лично я только за себя могу сказать, что я не боюсь ничего. Я так думаю, нам особо в этом мире терять нечего. Может быть, там получше бы. А тем более нам все говорят, ой, у вас какая Богу угодная работа. Вы попадете в рай. А будет куда попадать-то? Есть он, рай-то? Это дело веры. Вера. Наука об этом ничего не знает. Если ты веришь, значит для тебя есть избавление. Я все-таки где-то в некотором роде ученый. Это в аспирантуре даже поучился. Поэтому у меня такой среди физиков даже крупнейших. Там Ньютон, допустим, что там, Ландау, эти все современные. Они не были абсолютными атеистами никогда. Никогда не были. Потому что такие открываются там горизонты, что человек не может поверить, что это само собой создалось. Значит, должен быть Творец. А это и есть Бог. Другое дело, как мы его понимаем. Где